Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Объяснив, что Чинар увлекается велоспортом, Баран и Дилан говорят, что на нем можно кататься. Когда Чинар говорит, что я не умею ездить, у меня никогда раньше не было велосипеда, Баран говорит, что теперь этот велосипед твой. Чинар очень счастлив, но говорит, что не может этого принять. Дилан убеждает его, говоря, что ребенок не может жить без велосипеда, и Чинар принимает его и благодарит. Дилан спрашивает Барана, есть ли у Мирана велосипед. После того, как Баран говорит, что не знает, Дилан объясняет, что он тоже любит кататься на велосипеде, и они вспоминают свою первую встречу с Бараном. Они говорят, что чувствовали в тот момент, а затем вспоминают момент, когда они ехали вместе. Затем, когда Баран воссоединяется с Мираном и говорит, мы купим ему более красивого, давайте сначала найдем нашего сына, Дилан говорит, я чувствую, что на этот раз мы найдем его очень близко. Он говорит, что ждет, пока Баран Акиф принесет дело, и тогда он не оставит дверь открытой. Тарек Баран приближается к нам шаг за шагом, и когда он говорит Гэже Хаджер, что он ломится во все двери, чтобы найти своего сына, она сдастся, пока двери для него закрыты, как бы сильно он этого не хотел. С этого момента, говорит он, ты будешь первым подходить к каждой двери, в которую он стучит, и не пускать его к Исмету. Пока они строят планы, к ним в гневе приходит Джейда и спрашивает, почему ты до смерти забил моего брата, что он тебе сделал, брат? Он говорит, что Тарик разозлился и сделал то, чего не должен был делать, поэтому я его избил. Мисс Хассер, должно быть, поняла, что с этого момента ей не следует говорить, и она запугивает вас и Джейду, говоря, что вы узнали, что происходит с теми, кто говорит. Баран и Дилан предлагают Чинару покататься на велосипеде. Когда Чинар оглядывается и убеждается, что там никого нет, он говорит «хорошо». Баран держит Дилана с одной стороны, а Чинара с другой, и они заставляют его кататься на велосипеде, и Чинар впервые становится счастливым и улыбается. Тем временем Тарик очень злится, когда видит их из своего окна. Позже он становится смелее и просит их уйти, чтобы он мог сесть за руль. Пока Дилан и Баран наблюдают за ним, приходит Тарик и очень злится. В этот момент Чинар упал с велосипеда, а Баран и Дилан забеспокоились, что что-то случилось. Я не знаю, откуда Тарик взял этот велосипед. Я не знаю, насколько хорошо ты разбираешься в покупке велосипеда для моего сына, и ты так с ним обращаешься. Я же говорил тебе держаться подальше от моего сына, понимаешь? Когда Чинар хочет поговорить, вы кричите, чтобы замолчали, Баран кричит «хватит», и пока они сурово смотрят друг на друга, приходит госпожа Хаджер и говорит «извините, Баран, Тарек немного чувствителен к своему сыну». Дилан говорит Барану «пойдем внутрь». После того, как они пройдут, госпожа Хаджер говорит Тарику «заходите», и они входят. Чинар остается один со своим велосипедом. Когда Баран говорит «я понимаю, что он кричит на нас», но кричать на ребенка – это другое, Дилан говорит, что боялся за ребенка. Если бы Баран боялся за сына, он бы даже не повернулся и не посмотрел на сына после того, как накричал на нас, он бы сказал «я не знаю, в чем у него проблема со мной, но у него болит живот, и он его вынимает». На ребенке. Дилан, я чувствую в себе что-то странное, но еще слишком рано, рядом ребенок, так что нам следует быть спокойнее, говорят они. Впустив Тарика, госпожа Хаджер злится, потому что я не сказала тебе успокоиться, чтобы мы не привлекали к себе внимания. Когда Тарик говорит, что он мой сын, он злится и говорит, не называйте его моим сыном. Когда в тот день Тарик взял его мне на руки и сказал, что Чинар – мой сын, госпожа Хаджер предупредила его, чтобы он стоял рядом с Бараном прямо и не привлекал к себе внимания. Пока Чинар плачет перед дверью, Джейда приходит и спрашивает, что случилось, почему ты плачешь. Когда Чинар не отвечает, Джейда уходит, говоря, «А мы начали снова, я больше не могу этого терпеть, клянусь, остановись». Дилан становится свидетелем этого диалога между ними. Затем он подходит к Чинару и говорит, «Твой отец боялся, что с тобой что-то случится». Да, он отреагировал немного резко, но на этот раз он очень боялся за тебя, потому что он так тебя любил, давай, улыбнись. Когда Чинар не обижает Дилана и смеется, он говорит, «А ты такой красивый мальчик, ты становишься еще красивее, когда улыбаешься».
Когда Баран приходит к Тарику и спрашивает, есть ли проблема, Тарик делает вид, что не знает, и говорит, что это что-то во мне. Тарик убеждает Барана, говоря, что он боится за своего ребенка и что у него нет проблем с Бараном. Баран говорит, поскольку Чинар так увлечен ездой на велосипеде, я говорю, что мы не должны лишать его этого, конечно, вы знаете. Тем временем Чинар просит разрешения прийти и спросить, может ли он прийти, сэр. Баран говорит, иди, сынок, иди, и я оставлю тебя в покое. Чинар извиняется перед отцом и говорит, ты боялся за меня, не так ли, папа? Тарик говорит, да, но я злюсь, потому что ты нарушил мое обещание и больше не будешь держаться от них подальше и ничего не брать. Они дают. Акиф приходит в особняк с файлом, и когда он идет извиниться перед Берфином, Джейда вмешивается в файл и забирает из него бумагу. Когда Акиф и Баран встречаются, Акиф спрашивает и узнает, кто такой Берфин. Дилан находит Джейду, изучающую украденный им документ, и говорит, что хочет поговорить с ней. Джейда говорит, давай спрячем документ, чтобы Дилан его не увидел, сядем в гостиной и поговорим. Когда Дилан говорит, что им жаль Чинара, Джейда говорит, о боже, почему он ест что-то перед собой, а не ест позади. Дилан удивлен такой реакцией и говорит, да, важно быть сытым, но важнее насыщаться любовью. Джейда, конечно, ты прав, и я даю тебе свой совет, не расстраивайся так из-за себя, от того, что произошло и умерло, нет лекарства, жизнь однажды покинет тебя, потому что у меня сегодня была работа. Затем он идет туда, где спрятал документ, но не может его найти. Когда Бэрон видит лицо Дилана, он спрашивает, случилось ли что-нибудь, но Дилан спрашивает, есть ли что-нибудь, есть ли прогресс. Баран Акиф принес файл и говорит, что один из людей в этом файле что-то знает, не волнуйся, сынок, мы найдем это, где бы мы ни были, но у нас теперь есть работа. Когда Дилан спрашивает, чем мы занимаемся, Баран отвечает, я разговаривал с стариком, мы научим Чинара кататься на велосипеде. Когда Джейда Хасиби спрашивает Гэжу Хасиби, где находятся газеты, она отвечает, что ушла, потому что они выбросили их в мусор и пришло время мусоровоза. Джейда немного расслабляется и говорит, ну ладно, Баран больше не сможет связаться с моим братом. Когда Баран и Дилан приходят к Чинару и говорят, мы получили разрешение от твоего отца, и он разрешил тебе кататься на велосипеде, Тарик говорит, что дал свое согласие и многозначительно смотрит на Чинара. Чинар вспоминает, что он сказал, ты не возьмешь ничего, что они тебе дают, держись от них подальше, и заходит внутрь, говоря, мне не нужен велосипед или что-то в этом роде. Госпожа Хаджер говорит Тарику, тебе не хватает другой работы, потому что ты гонишься за Чинаром. Акиф пришел и передал файл Барану, когда приходит Джейда и говорит, я позаботился об этой работе, я открыл файл, взял документы о моем брате и уничтожили их, я не допущу, чтобы моему брату причинили какой-либо вред. Тарек говорит, что молодец, госпожа Хаджер говорит, вы хорошо поработали. Баран и Дилан пытаются понять реакцию Чинара. Когда Дилан находит Миран и говорит, давайте любить и проявлять к ней привязанность, Баран говорит, что мы уже очень любим ее и всегда будем любить и защищать ее. Дилан думает, обращаясь к Чинару, я ни разу не видела, чтобы ее мать целовала ее или отец хоть раз ласкал ее голову, разве они не ласкали и голову нашего Мирана? Бэрон молится, чтобы он встретил добросердечных людей. Когда Тарик беспокоится, что Берфин испытает психологические проблемы, с которыми он столкнулся в прошлом, он говорит, не волнуйся, я больше не сойду с ума. Затем он делится своей печалью стариком, говоря, что никто не заметит, если я исчезну отсюда, что бы я ни делал, я не мог убить его, я не мог куда-то поместиться. Когда Тарек говорит, что такое твое состояние означает невинность, ты чистый и самого красивого цвета в этом доме, он говорит, что ты родился на несколько часов раньше меня и служил мне старшим братом. Когда Берфин говорит, я не хочу так жить, я очень хочу жить, Тарек говорит, выйди в жизнь, тогда ты любил шить и вышивать, когда был ребенком, начни сначала, и обнимает его. Бэрон и Дилан лежат в своих кроватях, шепчут друг другу приятные слова и думают, что смысл жизни друг в друге. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.